Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня вы видите обзор на первый смартфон с новым куалкомовским процессором. Это Motorola X30. В нем есть все возможные плюшки, LPDDR5, в нем есть максимально быстрая память. Помимо этого 144 Гц у него обновление Fresh Rate у экрана. И что я хочу сказать? Первое, что меня зовут Саня, это канал Пользы.нет, обзоры на все, что только есть на Али, что меня интересует, в том числе телефоны. Этот смартфон мне изначально не нравился чем? Тем, что Motorola это уже Lenovo. Да, вы можете говорить, что Motorola взяли и продали с Lenovo, оставили тех же самых инженеров и все то же самое. Первое, я считаю, что нет, это не так, потому что с ПО у них проблемы даже с этим смартфоном лично у меня. Второе, флагманом это дело считать нельзя. Почему? Потому что нет полноценной защиты от влаги, здесь IP52, и здесь нет беспроводной зарядки. Плюсы, разумеется, здесь проводная зарядка не 120 Вт, как у Xiaomi, а сколько конкретно вы увидите. Разумеется, вход пишется, как всегда, на этот смартфон. Ширик здесь на 50 мегапикселей, это очень круто. Не круто то, что это дело ловит сразу зайчиков в ночи, и вы увидите опять же в примерах. Очень круто, что по теплообмену, тепловыделению и вообще ограничению работы процессора это дело очень неплохо себя проявило. Этот смартфон не выбивает лично у меня в Antutu миллион баллов, но это минимальная комплектация. Я думаю, в максимальной комплектации свет, блеск, красота будет. В целом, смартфон мне очень понравился. Однозначно фанатам топового железа я его могу рекомендовать. Игрокам могу рекомендовать. Но людям, которые планируют какой-то смарт использовать больше 2 лет, я рекомендовать не могу, потому что это Lenovo. И это только вход. Я, разумеется, резюмирую для вас в конце, насколько он хорош или плох, но сразу Google Play работает, гуглы можно устанавливать, Google Pay из коробки, то есть NFC модуль здесь рабочий, оплачиваете, снимаете деньги, просто прикладывая телефон. Ничего сверхъестественного в смартфоне я не увидел, кроме проца и топового железа. Как все это вместе скомпилировано? Ctrl-C, Ctrl-V с Pixel 6 Pro, а у него еще те косяки. Смотрим. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня долгожданные для меня, и я думаю, долгожданные для вас девайс от Motorola. Я напоминаю отношение сразу к данному бренду. Я считаю, что он слегка мертвый. Почему? Потому что это как и Meizu, после того, как вы купите, где-то через годик, мне, опять же, по опыту, кажется, что поддержки будет мало. Но это лирика. Вы видите, что аппарат у меня максимально приближен к реальности, то есть он у меня запакован, пленку никто не снимал, 8128. Я очень рад, что X30 наконец-то мне пришел. К слову, на этот телефон, так же как сравнивая с Huawei P50 Pro и топами, я, скорее всего, в Доминикане через пару дней сделаю сравнение камер. Я думаю, всем будет интересно, мне точно будет интересно. Если не интересно, пишите, то не буду мучиться. А так, все примеры съемки, вход вы уже видели, будут, разумеется, на канале в этом же обзоре, который вы сейчас смотрите. Примеров будет много, смартфон новый, и самое главное, что я вижу, защитной пленки нет. Для меня это плюс, если бы я планировал им пользоваться, то это было бы хорошо, а нет. Защитная пленка настолько хороша, что я ее не заметил, представляете? Но олеофобка у нее не супер топ, вообще как хорошо сделали, что ее даже незаметно. Включаем хороший длинный кабель с USB-C на USB-C. Ну-ка, интересно, на сколько ватт. Но не похоже, что геновская зарядка. Это 68 ватт. И это не 120, как у Xiaomi, но тоже неплохо. Выглядит все более чем этично и эстетично. Даже раскрою ее. Подача, прям подача. Цвет, блеск, красота. Чехол в комплекте. Motorola, не была бы ты Lenovo. Чехол в комплекте не самого ужасного качества. Внутри ребристый, снаружи гладенький. Следующий момент. Скрепка, которую блогеры называют скрепкой, а по факту это ключ для извлечения сим-карт интересного вида, как у всегда, кстати, у Motorola. У меня была недавно Motorola P20 Pro, обзор на который вы можете посмотреть на канале. 2 физические сим-карты, карту памяти запихать нельзя, и здесь мы сразу видим, что рамка из металла. Сборка намного лучше, чем у Samsung сразу, хотя идеальной тоже по мне не назовешь. Все переливается, градиент прямо как у Vivo TVS. Инструкция. Если вы вдруг не знаете, как поместить туда симку, вам рассказывают об этом. Смотрим, что с языками. Есть английский, есть возможность выбрать, мне кажется, Россию. ОПР. Нет, нету. Так, просит вставить сим-карту. Мне это не надо. Проверяем вес. Вес 196 граммов. Завести палец.
Все это происходит мучительно долго, и это хорошо. Хотя, опять же, вспоминаем Pixel 6 Pro, один из основных моих телефонов. Теперь я хожу не с S21 Samsung, а с Pixel 6 Pro и с iPhone 13 Pro. Высота 163 мм, и это прям заявка на победу. Это очень высокий смартфон, нестандартно для меня высокий. 76 мм ширина тоже. В толщину очень интересно. 8,7 мм с блоком камер, 10,6 см. Мне очень интересно, если реально они за, получается, 3 недели, что он шел, уже нашлось обновление. Да, что-то пытается он обновить. Языки английский, добавить больше никакой нельзя. Возможно, потом, ну, я сомневаюсь, что будет. Все пока на китайском, все пока на английском частично. Обязательно я установлю сюда Google Play, Google Pay и все остальное, и мы с вами сможем оценить. И я думаю, что после того, как все я установлю, мы с вами пообщаемся. Пишем, интересен ли вам обзор сравнения в Доминикане с топовыми флагманами этого смартфона. Ощущения от него пока странные. Чехол я однозначно хочу, без чехла никак. Интересно, нестандартно. Хотя Моторолу не особо люблю, так же, как, еще раз напоминаю, Мейзу. К слову, как вы видите, здесь даже шторка, как у Пикселя, максимально идентичное ПО. Скорее всего, это связано с тем, что здесь чуть ли не самый чистый Android, какой только возможен. По плавности, к слову, в экране сразу заходим. 144 Гц. Цвет, блеск, красота. Ну ладно. Он значительно меньше, чем Pixel, однозначно в ширину, но в высоту чуть-чуть меньше. В ширине вот так. В толщину понятно, кто выигрывает. Здесь нечего даже измерять. Тестим, смотрим. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянные, разумеется, это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. А сегодня я расскажу вам о флагмане от Motorola, смартфоне Motorola Moto Edge X30. Полетели. У меня на руках китайская версия телефона. Пока глобалки ничего не знаю. Поставляется устройство в двух цветах корпуса: осенняя Тонг Тень и Joan Terrace Snow. Или, проще говоря, темно-синий и переливающийся белый. Покупал я его, кстати, на Алишке. Рамка алюминиево-полимерная, тыльная часть изготовлена из закаленного стекла с закругленной обработкой по краю. В руке держать девайс очень удобно, но корпус весьма скользкий. Относительно марки, но тактильно приятный и напоминает Soft Touch. На левой стороне Moto Edge X30 находится одноклавишная кнопка, которая может открывать приложения, обычно используемые пользователем. Также ее можно настроить в соответствии со своими потребностями. На правой стороне корпуса находится кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев и качель регулировки громкости. Однако качели регулировки громкости и кнопка питания расположены слишком близко друг к другу. Это достаточно удобно, если вы используете девайс одной рукой. Также на борту расположен разъем для зарядки USB Type-C и 3 микрофона, 2 стереодинамика и Dolby Atmos, разумеется, на борту. Далее разговорный динамик и последний слот под 2 нано SIM, а карту памяти запихать, к сожалению, нельзя. К слову, звучание здесь более чем флагманское, мне оно очень сильно понравилось. Официальная защита от влаги и пыли класса IP52. Вырезы на корпусе не сглаженный, тактильно это хорошо ощущается. Незначительный люфт есть только у кнопки питания, и к нашему расстройству не завезли разъема под мини-джек и К-порта. Но с другой стороны, это флагман, не бюджетник. Далее. Дисплей P-OLED на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 точек Full HD+. P-OLED по существу идентичен OLED, за исключением того, что он использует полиэтиленовую пластиковую основу вместо стекла. Это позволяет производителям создавать гибкие дисплеи, которые можно свернуть в рулон как бумагу. Здесь он не гибкий. Использование пластика также позволяет сделать эти панели тоньше и дешевле, чем стандартные OLED-дисплеи, что также является ключевым моментом, который необходимо учитывать, потому что большинство производителей стараются сократить расходы для создания своих устройств, что неудивительно, в данном случае качество экрана достаточно отличное. Калибровке поддается легко, и меня он порадовал, что яркостью, что всем остальным. Плотность пикселей стандартна, 396 ppi по Antutu. На борту имеется функция разделения экрана и управления жестами. Максимальная доступная частота обновления экрана 144 Гц, тач на 576 Гц. Функция снижения мерцания есть, и не включая ее, показатели шима следующие. На 100% яркости 4, на 50 14, на 0 9. В тех же условиях с включенной функцией снижения мерцания показатели шима никак практически не изменились, поэтому делаем выводы сами, что это так, для мебели функция, а шим в принципе адекватный. Вспоминаем Samsung и плачем. Автояркость работает не очень хорошо, потому что при резкой смене освещения с яркого на темное
лично у меня яркость с сотки упала лишь до 92%. Как бы долго ни находился во мраке, ничего не поменялось. Будем считать, что это после обновления, которое мне недавно прилетали, глюки начались, потому что сначала работало все хорошо. Вот так иногда обновы девайса меняют. Под разными углами тон картинки бросает в теплый оттенок, подбородок внизу экрана на уровне с рамками, особо не выделяется. Мультитач, разумеется, на борту и берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи отпечатка пальцев и распознавания лица. Сканер отпечатка пальцев срабатывает мгновенно, а распознавание лица на долю секунды медленнее. Тем не менее, проблем с разблокировкой устройства у меня не возникло. Летим дальше. Процессор новейший Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами. Максимальная тактовая частота которого, внимание, 3 ГГц. Это первый чипсет Qualcomm, использующий новейший набор ARM VEV9 от ARM. Графический процессор здесь тоже новый, Adreno 730. Интерфейс на основе Android 12 очень схож с Google Pixel 6 Pro, который я использую как основной. Во время использования интерфейс местами подвисает, например, при вводе данных для разблокировки по лицу или быстром перемещении между вкладками. Вообще лагать, если честно, у меня стало после обновления. Обновления прошивки, повторяюсь, мне уже прилетали, Google сервисы доступны все, только нужно дать в настройках свое разрешение для их использования. Напоминаю, что аппарат китайский, на данный момент язык у системы только английский. Ну, разумеется, есть еще китайский, по-моему, и японский, но вам он не нужен. Оперативная память последняя LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор предоставляется 128 или 256 гигабайт. И кто здесь не местный, напоминаю, что я скупаю практически все телефоны, которые более-менее интересны и приличны, и тестирую их примерно одинаково. Если что-то супер интересное, я после этого на лайв-канале делаю прожарку. Так что подписываемся с колоколом и не забываем смотреть. На канале появляются обзоры ежедневно, начиная от ручек и заканчивая ноутбуками с телевизорами. Но больше всего здесь смартфонов, наушников и умных часов. Я про носимые гаджеты больше рассказываю. Смартфон поддерживает Wi-Fi 6 серии, 5G сети, что для нас маловажно. Сеть мобильную ловит хорошо, бенды 7 и 20 в глобальной версии есть, а вот в китайской нет 20-го бенда, что не для всех регионов нашей страны подойдет. Но если вы живете в каком-нибудь Волгограде, Мурманске, Санкт-Петербурге или Москве, для вас это не важно. Если ваш город более 100 тысяч человек, даже больше 50, это не важно, если вы в горы не уходите. А если в горы уходите, то в принципе вам такие телефоны не нужны. Смотрите про бронированные, на канале тоже есть. Тем не менее, звучание при звонках отличное. Сенсоры приближения срабатывают отлично, вибро мощное, но не настраиваемое. Может быть, будет настраиваться потом в новых прошивках. Bluetooth версии 5.2, NFC поддерживается и, главное, у нас работает. То есть мы можем расплачиваться в магазинах без проблем нашими карточками. Также из интересного у данного аппарата есть функция быстрых жестов. 2 повернуть запястьем, откроется камера. И дважды встряхнуть, телефон включен, выключение фонарика. Но при этом внутри камеры тихонько что-то сотрясается. И, скорее всего, это оптический стабилизатор. Помните, у кого еще так было? Кто помнит, пишем в комментах, и я тихо улыбаюсь. Из навигации имеется GPS, AGPS, LTE, PP, SUPL, GLONASS, Galileo и Beidou. GPS-тест на холодную показывает стандартные 3 метра, для Qualcomm в городских муринских условиях стандартно. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Письмарк с первого раза телефон не прошел, по той причине, что я его взял в руки, и он воспринял это как жест. Но он прожил на 58% заряда при максимальной яркости дисплея и максимальной частоте обновления дисплея 6 часов 40 минут. Так что считаем, примерно 9 на 80% он свободно вывезет, что для такого процессора это просто космос. Итоговые результаты, что у меня получилось в PC-марке со второго раза, вы видите на экране. От родного адаптера питания на 68 Вт за 11 минут у меня набежало 20%, за 20 45%, а полностью телефон зарядился за 59 минут. И помним, что я это все делаю с нуля, то есть я полностью до нуля разряжаю телефон и потом заряжаю, засекая. Многие, кто тестирует, особенно сами производители, делают это с 1% или с 5. Звездочка у них такой а-ля лайфхак. Так же, как мне люди многие пишут, ну, у меня на 10 минут быстрее заряжается. Так потому что они не разряжают его в ноль. Попробуйте в ноль разрядите и также оцените. У нас с вами одинаковые результаты окажутся. За час игры в Genshin Impact улетает 26% на высокой графике при 144 Гц и максимальной яркости. Во время игры производительность была стабильной и хорошей. Яркость смарт не понижал, при этом ощутимо нагрелся, но опять же все относительно. Не до 50 градусов, как некоторые. Не будем кивать в сторону iPhone 13 Pro, правда? Но играть более чем комфортно. По тестам тротлинг тест в чехле прошел с результатами следующими. 237 гипсов минимально, максимально 355 и в среднем 305 гипсов на 100 головках при 30 минутах. В бенчмарке показал в сингл-коре 1186, мультикоре 3500, в 3D-марке 9725, Wildlife Extreme 2536, Wildlife Extreme Stress Test 2446,
946, Slingshot Extreme и Slingshot, разумеется, на максимум. И это достаточно приличные результаты, если не сказать одни из лучших. Вантуту выдал 942 тысячи попугаев, и по сравнению со снэпом 3 восьмерок и снэпом 3 восьмерки плюс, он имеет лучшую производительность. У кого-то выбивает миллион, особенно у производителей, особенно когда у него фулловая комплектация. Напоминаю, что у меня комплектация не фулловая. В Storage-тесте показал 56 973, что не космос. Результаты стресс-теста Antutu AI Benchmark составили 385 тысяч. И не будем вспоминать, у кого миллион. В сторону Realme. Вы понимаете, что я GT-шечки киваю. Обзор на нее тоже был на канале. По ссылке в правом верхнем углу смотрим. Это чуть ли не самый первый смартфон на 3 восьмерках. Результаты стресс-теста немного выбились из общей сглаженности. Картинки об устройстве. Вы их видите также на экране. Не особо все прекрасно. Ну, может, обнову привезут веселую. Тройной модуль с тыльной части оснащен основным сенсором на 50 мегапикселей. Внимание, сверхширик. Здесь сенсор Samsung GN1 тоже на 50 мегапикселей. С углом обзора не космос 117 градусов, но 50 мегапикселей. Вы понимаете, о чем я? И дополнительный сенсор макро, бесполезный, на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 30 FPS и 4К 30 FPS соответственно. Фронтальная камера на 60 мегапикселей расположена по центру верхней части экрана. Она средних размеров, и максимальное разрешение для съемки видео здесь 4К 30 FPS. Примеры вы сейчас увидите. И вот оно, сравнение камер. Motorola X30, Pixel 6 Pro, чуть-чуть в движении на основную камеру на 50 мегапикселей от Motorola. Что у нас еще? iPhone 13 Pro и, разумеется, Pixel 6 Pro. Если мы посмотрим, опять же, в довольно солнечный день, солнечно-пасмурный день, но день, а не ночь, без искусственных источников света, без какой-то лютой пурги, да, снег чуть-чуть идет, но не сильно. Ветра не так и много, примерно так вас будут видеть люди, которые вас будут записывать. Микрофон сейчас, допустим, работает от Motorola X30. Вот на данный момент на том же расстоянии работает Pixel 6 Pro и на том же расстоянии работает iPhone 13 Pro. Если писать все это дело в движении, вы увидите, опять же, расширенное сравнение. Если вам будет интересно, я сниму где-то дня через 3 в Доминикане. Но еще Huawei P50 Pro добавлю, на лайв-канале выложу. Если интересно. Если не интересно, пишите, Саня, и так понятно, Motorola проигрывает. Но помним, что стоимость у нее в 3 раза ниже, чем у iPhone 13 Pro, и в 2 раза ниже, чем у Pixel 6 Pro. А процессор максимально современный. По мне, Motorola неплохо отрабатывает. Напоминаю, что весь тест идет в 4К 30 FPS на основную камеру. А ширик у Motorola, кстати, тоже на 50 мегапикселей. Вот им она всех порвет. Но это потом. Хьюстон, у нас проблема. У нас Motorola у фронталки имеет 4К 30 FPS, но они такие слегка пиксельные. Как вы видите, пример съемки. Специально с изменением освещения. Оно искусственное, на улице темно. Я сейчас иду в подъезд, из подъезда, и буду выходить также на улицу. Первое впечатление об аппарате: он горячий, он прям люто горячий. И несмотря на то, что гуглы у меня встали, были определенные проблемы, но там в настройках добавили возможность подключения гугловских сервисов, и все наладилось. Если брать камеру, настройки довольно простые. Если брать угол обзора, руку реально приходится вытягивать. Если смотреть, как все это записывается, лично я вижу фризы. То есть на экране картинка прямо не просто треугольничками бывает, а ребит. Но, возможно, вы уже будете видеть что-то более-менее стабильное. Если я сейчас могу оценить уже съемку на улице, могу одно сказать. С одной руки стаб работает волшебно. Зайчиков ловит фронталка люто, но не в помещении. Все прыщики видны, морщины видны. И сказать, что смартфон радует, ничего не сказать. Motorola в этом смысле молодцы. Что S20 Pro, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Был у меня китаец, но фронталка справлялась о гиги и йо-хо-хо. Что этот? Очки красные настолько, насколько должны быть. Борода седая. Ее можно рассмотреть настолько, насколько это нужно. И еще хочу отметить, что освещение все равно, хотя и искусственное, и отражается, и вроде бы цвет, блеск, красота, но другие смартфоны, тот же Samsung S21 FE, справлялся значительно хуже. И мне для этого даже не обязательно картинки рядом ставить, хотя вы можете посмотреть обзор и оценить, особенно по стабилизатору.
Ну и с пикселизацией тоже. Дневные съемки обязательно будут. Напоминаю, что я планирую еще помучить его в сравнении с 13 Pro, с Pixel 6 Pro. Это теперь мой основной смарт номер 1-2 с iPhone 13 Pro. И, возможно, еще с Huawei P50 Pro в условиях максимально комфортных. В целом, вот так работает фронталка. Можно даже пробежаться. И так будет мини-экшн камера. Мне нравится. Мне прям нравится. Но зайчики не нравятся. Не факт, что это исправит. Motorola X30. Переходить в 4К 30 FPS HDR10+ на ширик, к сожалению, нельзя в онлайне. Но это и не удивительно. Вот так примерно будет работать камера в движении с одной руки. Ночь. Посмотрим, какой X на елку. X на елку. И максимум X10. Было мыльное, но вы видите одни пиксели. Может быть максимум X4 вот сейчас. Не думаю, что это смотрибельная картинка, но X1 более чем нормальная. Сейчас мы проверим автофокус. Самое интересное, самое стандартное в самом стандартном месте. Да, скоро я буду мучить аппарат в другом месте, более теплом, я надеюсь, если я долечу. Так, мне не нравится автофокус. Автофокус был больной темой для X20 Pro. Motorola S20 Pro, точнее. И сейчас я вижу, что я не скажу, что идеально автофокус отрабатывает. Может быть, вы не видите? Нет, сейчас цепляется нормально, но это 4К 30 FPS. Возможность у аппарата, кстати, снимать 8К, но это бесполезно. Ну, то есть вам вряд ли это понадобится. Можно ставить на паузу в стоке, можно сделать снимки, все стандартно. 4К 30 FPS. Сейчас я отключил стабилизацию и сейчас я отключил великий и ужасный HDR10+. Особо картинка, если честно, по моему мнению, не сильно поменялась. Напоминаю, что здесь есть аудиозум, который многим не понадобится. Попробуем без таба подняться по лестнице. Стандартно. Вот такую картинку мы будем наблюдать. Мне нравится. Мне нравится все. И в онлайне можно посмотреть сразу и разрешение, и работает ли микрофон. Ну, настройки так, интересные. Сразу, кстати, можно еще включать фонарик, подсветку LED. Понятно, что не особо это и фонарик, но вот так. Съемка на ширик, вечер, Full HD, 30 FPS. Вот так примерно будете наблюдать и записывать то, что вам нужно. Но если остановиться, камеры работают хорошо, однозначно хорошо, мне они нравятся, хотя надпись Express, Mac Express почему-то не видна, странно. Переключаться можно на X, все равно, а вот уже Mac Express видно. Но по мне ширик, конечно, дело бесполезное, вам решать, нужен он вам или нет. К слову, здесь есть еще режим видео Dual Capture, притом непонятно почему его нельзя поменять в онлайне, но вот так вы видите ширика и с основной камеры для примера съемка. Интересно. Также есть Dual Capture ширика и с основной камеры с фронталки. Очень странная штука. Это можно дело увеличивать, уменьшать, менять местами. То есть можно включать меня в картинке, можно включать в картинке в основной ширик. И, ну, странно, интересно, но молодцы. Функции просто море в стоке, никаких дополнительных программ не нужно. И это довольно удобно для молодежи. Хотя цена не молодежного аппарата, но все относительно. Еще немного фронтальной камеры 4К 30 FPS. Спускаюсь в переход, и вы сможете лицезреть, насколько хорошо или плохо может работать камера. Как мы поняли, источники света искусственные она не любит. Притом конкретным образом. Хотя это и не критично. Свет желтит. Цвет лица желтит от света, что неудивительно. И
Снимает она не хуже, чем ее собратья. Единственное, хуже она пока воспринимает источники. Слишком странные зайчики. Если честно, от этого отвык. Обычно в китайском же дашмане подобное. А тут, с одной стороны, отличное качество картинки, с другой стороны, вот эти вот дела странные. К слову, пока не забыл, здесь есть аж 2 режима улучшения лица. Я ими не пользуюсь. Они также в стоковой камере. Я не думаю, что вы захотите видеть сглаженного телепузика. Поэтому кому надо, может пользоваться. Во всех, в принципе, телефонах это дело есть. Красивее себя сделать легко. Сложно себя сделать таким, какой ты есть на самом деле, но, откровенно говоря, и эта камера улучшает, даже в стоке, но не сильно. Скорее, просто не хватает деталей и информации. Тест фронтальной камеры, уже день, также не романтично все. Волосы вы, я надеюсь, видите. Это Мурино, уже западная часть, как говорят, ГДР и ФРГ, да? Кто знает, тот понял. Но это не важно, важно то, насколько хорошо снимает камера. И камера, по мне, снимает днем значительно лучше, чем ночью. Ночью мы помним, что она ловила зайчиков. Днем этих зайчиков нет неоновых, к сожалению, или к счастью для нас, к счастью для нее, но, к сожалению, для, наверное, чистоты эксперимента. Но что? По поводу микрофонов уже посмотрел я запись прошлую. Мне понравилось, как они работают. По поводу стаба. Опять же, я понимаю, по какой каше я иду. Ничего романтичного нет в этой каше. Стабилизация должна быть просто космос для того, чтобы вы получали хоть какую-то картинку смотрибельную. Она есть. Если с 2 рук снимать, даже в движении, даже на такой поверхности, будет очень даже неплохо. По поводу размера фронтальной камеры. Она небольшая, но и не супер маленькая. Я видел и меньше. Хотя она приближается к состоянию Mi Mix 4, когда ее практически не видно. В Mi Mix 4, напоминаю, фронталки не видно вообще, но она номинальная. То есть она снимает прямо ужасно, мягко сказать. Обзор на него, кстати, тоже можете посмотреть на канале. Такой странный аппаратик. Сейчас вы видите очередной раз, как фронталка захлебывается искусственным светом. Это неудивительно. Да, примеров много в этот раз в ролике. Но опять же, почему много примеров? Потому что на данный смарт пока нет обзоров. Неизвестно, что будет с обновами. И максимальную, наверное, картину вы можете увидеть сейчас. Плюс я, может быть, что-то не скажу в самом тексте. G-Pay, повторяюсь, работает. Только что снимал с банкомата деньги через NFC-шный модуль. То есть великолепно подключилась карточка. Отрабатывает вообще без проблем. По тачу, по сенсору никаких проблем тоже пока не вижу. Вижу проблему со шторкой лично у меня. То есть она подглючивает. Но это пока корявое ПО. Все-таки девайс максимально сырой, максимально свежий. Как я понимаю, глобалки еще нет и неизвестно, когда будет. Они спешили выпустить на новом процессоре телефон. Они это сделали. Сделали раньше Xiaomi и молодцы. Плюс оперативка LPDDR5, плюс последняя UFS, плюс последний Bluetooth. Ну, по железу такое ощущение, что можно разбирать аппарат, продавать его кусками, и все это дело выйдет вам плюсом. Конечно, так делать нельзя и бессмысленно. Но в целом, мне кажется, что они как Sony в каком-то смысле чуть ли не в убыток себе это все дело продают. Ну, молодцы, стараются. Не хватает, разумеется, здесь защита от влаги полноценная IP52. Это так себе, и беспроводной зарядки. Поэтому флагманом считать данный смарт можно с натяжкой. И, опять же, взглядом на то, что это первый смартфон с данным процессором от Snap. И он меньше греется, чем 3 восьмерки, дает больше баллов. 1 000 000 баллов, повторяюсь, в Antutu вы не выбьете в минимальной комплектации, как у меня. Но если будете покупать максималку, чтобы ходить и рассказывать, что я выбил 1 000 000, пожалуйста. Притом в АИ-тесте он набирает довольно скромно. Флагманы от других смартфонов набирают значительно больше. Но об этом в ролике. Продолжение банкета с основной камерой на 50 мегапикселей. По поводу 4К ограничения я пока не видел. Если в течение эксплуатации все-таки узнаю, где этот лимит,
по объему записываемой информации у него, я вам сообщу. Если брать по самим камерам, но это круто, что ширик они поставили на 50 мегапикселей. Если я все правильно понял, и данные AIDA не врут так же, как данные рекламы, плюс мои глаза не врут, потому что запись неплохая с ширика. Они молодцы. По поводу стаба и всего остального вы сейчас все это видите. Если идти спокойно и снимать с двух рук, примерно так. Если остановиться и, допустим, перейти на ширик, будет все цвет, блеск, красота, но это не 4К разрешение. Это у нас скромное все. Это для доп. Стабилизации была съемка в Full HD. Вот сейчас идет с той же локации в 4К. На ширик не перейти уже. Как стабилизатор работает на основной камере в 4К с двух рук. Опять же, вы сейчас наблюдаете. Есть супер макро, которым я не пользуюсь. И я не знаю, если честно, кто пользуется. Потому что большинство, даже тех, кто снимают на телефоны, в том числе я, мы пользуемся доп. Линзами. Потому что оптика все-таки решает. Особенно, когда сенсор получше, алгоритмы получше, лучше все это дело менять физически. Но это все лирика, не лирика. То, какую картинку вы видите, то, какой вы звук слышите. Ветра практически нет. Шумов, ну, по минимуму, вот, допустим, машина проезжает. Вот так примерно будет снимать данный смартфон днем. Плюс вы еще вход видели. Проблема у него со светом. Видите? Я лично вижу. Минусы: нет разъема под мини-джек и К-порта, интерфейс слегка лагает, корпус очень скользкий, прилично греется при нагрузках и зарядке. Цена его в минимальной комплектации на данный момент составляет $551. И если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, а сейчас как раз и идет сейл. Я думаю, что реально его будет купить где-то за $450. Я туда обязательно скину промики. Я, кстати, когда его покупал, использовал очень подло баллы от Алишки. Они постепенно копятся, если ты постоянно там что-то берешь, он мне обошелся в 31 тысячу рублей. На Авито, я думаю, без проблем за 35 продам. Ну, за что продам, о том расскажу в Инстаграме. Опять же, все соцсети у меня в описании. Инстаграм, 2 Телеграма, 1 взаимопомощи, 1 со скидками. Сейчас со скидками актуально, повторяю, сейчас идет сейл. Да и, в принципе, сейлы на Али идут 2 раза в месяц. И помимо этого есть ВК и Фейсбук. В ВК самое интересное — это группа ВКонтакте, в которой люди отписываются, что получили подарки. Всем, кому интересно, смотрим контакт. Там живые победители. Ну и приходим 30 числа на ежемесячные стримы с розыгрышами. Резюмирую, что такое хорошо и что такое плохо. Хорошо, когда топовое железо стоит дешево. Хорошо, когда у тебя программное обеспечение не лагает, не тормозит. Есть стопроцентный отклик у экрана. К сожалению, вот со стопроцентным откликом у экрана у данного смартфона проблемы. У него нет проблем показывать максимальное количество баллов синтетических тестов. У него нет проблем по съемке. Вы только посмотрите, как он снимает. Если сравнивать с Samsung S21 FE, который недавно был на канале, по ссылке в правом верхнем углу вы можете посмотреть, у того автофокус прыгал просто люто. У этого телефона есть, конечно же, на данный момент с данной прошивкой со стоковой камерой, это не Gcam, проблема с, мне кажется, со светом, потому что снимал я очень много. Микро по мне работает отлично, экран просто мега топовый, мега топовая оболочка, потому что, еще раз повторяю, это прямо копия пикселей, это как будто чистый Android. И в целом, не считая того, что там нет лишних плюшек, и не считая того, что, допустим, на данный момент он снимает 4К только, по-моему, в 30 FPS, я не нашел, где сделать 60-120, хотя 8К у него съемка есть. Но ширик на 50 мегапикселей. То, что он делает в играх, то, как он не перегревается, да, у него есть в тротлинг-тестах определенное падение, но это 33%. Если у 3 восьмерок было бы проседание на 33% при 100 головках на 30 минутах, мы бы ему стоя аплодировали. Этому делу я аплодирую стоя, потому что железо на данный момент оптимизировано по мне по максимуму, оперативка последняя, внутренняя память последняя, Bluetooth последний, процессор последний, сенсоры топовые. Как все это скомпилировано, пока неплохо. Опять же, учитывая ценник, смотрим в описании, сколько данный смартфон стоит. Скорее всего, вы смотрите этот обзор во время очередной распродажи на Али, если это в первые 2 дня. И учитывая, что GPay работает, Google сервисы встают без проблем, и то, что S20 Pro от Motorola, обзор на который также был на канале, у меня ушел на Авито в течение часа, притом стоимость у него была как раз с таможней. В общем, я на нем ничего не потерял. Я думаю, этот смартфон однозначно с этой моделью найдет своего покупателя, и черт с ним с таможней. Не так он дорого выходит. Потому что если посмотреть, что продают те же Samsung в 2 раза дороже, хочется спросить
спросить у себя, что в этом мире вообще происходит. Неужели бренд так дорого стоит? Это не дешманский Китай, к сожалению, это не третий и второй эшелон. И пусть есть какие-то недостатки, пусть это не флагман. Еще раз повторяю, что нет беспроводной зарядки, нет стопроцентной защиты от влаги. Но учитывая стоимость и железку внутри, это мега топ. Да, они нагнули Xiaomi. Я считаю, что какими-то местами они нагнули Realme и однозначно прокатились полностью по Samsung, Sony и подобным, которые за свои деньги предлагают вам ультра плохое железо. Пишите свое мнение о данном аппарате. Бренд не топ, но я постараюсь забыть, что это Lenovo. Мне телефон понравился. Напоминаю, что у меня все равно основные Pixel 6 Pro, который сам по себе ужасен, но неплохо снимает, у него большой экран, и iPhone 13 Pro, который у меня в эксплуатации для того, чтобы где-то через полгода я рассказал, какой он мракобесный. Экран уже весь поцарапан, он подлагивает, у него свои проблемы, но к нему великолепно вешается родовский микрофон. Ставим лайк за труды, пишем в комментариях, что еще купить для обзора и что бы вы хотели узнать от меня. Смотрим обязательно топы на канале, скоро будет топ анкеров, наушников топ-10 и скоро будет топ планшетов. Помимо этого, в перспективе у вас еще 2 Motorola, 2 смартфона, 4 смартфона от Xiaomi новеньких, X12 тоже. Ну и в целом, я думаю, январь и февраль будет веселым. Девайс сюда, добра и удачи вам, дорогие друзья!